Привет, мальчишки и девчонки. У нас очередной выпуск экспериментов с едой из холодильника. Первый эксперимент был в радость мурашам. Так что пришла очередь тяжелой артиллерии. Итак, начнем. На первое был творог. Эту еду мураши хомячат за обе щеки. В данном видео был использован 9% творог из магазина. Если верить параноидальным товарищам, то в твороге из магазина настоящего ничего нет. Но, видимо, это забыли рассказать мурашам. Посмотрите, как они яро набросились и поедают его. Это мне напомнило, как в детстве мы проверяли качество колбасы и сосисек на нашей домашней кошке. Творог является отличным источником белка. Творог не зря называют белым золотом по содержанию белка, и по степени его усвоения творог превосходит все молочные продукты. Творог нужно есть перед сном. Казеин, который есть в твороге, самый медленный из всех видов белка, поэтому всю ночь ваш организм сможет подпитываться аминокислотами и белковыми пептидами. Творог оказывает благоприятное воздействие на организм. Творог способствует образованию гемоглобина в крови, улучшает регенерацию нервной системы, укрепляет костную и хрящевую ткань. Творог является важным источником минералов кальция. У молочных продуктов, особенно сыра и творога, как правило, очень высокое содержание кальция. Кроме того, они практически не содержат вещества, которые препятствуют усвоению кальция. Наоборот, в них есть лактоза и некоторые аминокислоты, которые увеличивают полезности кальция. На второе у них было сладенькое, а именно домашнее малиновое варенье. Капнул им капельку, но, как говорится, вот тот момент, когда ожидания и реальность не совпали, мураши просто-напросто прилипали к поверхности или вляпались своими лапками в варенье, а потом к ним прилипал грунт. А вот посмотрите на этого муравья, он, кажется, не ожидал такого поворота. К нему прилипли крупинки песка. Придется почиститься, чтобы освободиться от комков. Немного фактов о малине. В малине содержится витамин С, А и В, а также другие вещества, полезные для здоровья человека, например, эфирные масла. Россия является мировым лидером по выращиванию этой ягоды. В 1893 году в Женеве искусственным образом вывели фиолетовую малину. Самой полезной считается черная малина, которая выращивается в США. Пчелы собирают нектар с кустов малины, увеличивают ее урожайность на 60-100%. В русском фольклоре малиной часто называют свободную, приятную и сладкую жизнь без всяких проблем. В этом смысле она является антиподом горькой калины, означающей несчастье и беды. Малину считают прекрасным антидепрессантом благодаря содержащей в ней меди. В Греции рассказывают миф, согласно которому нимфа решила угостить малиной маленького Зевса, плакавшего так громко, что боги на Олимпе друг друга не слышали. Когда она собрала ягоды, то в кровь раздрала себе руки о шипы. Именно поэтому ягоды малины стали красными. В ночь я мурашам положил крупинку гречки. Мураши ползали по ней. Для них этот продукт нейтрален, интереса не вызвал. Гречка экологически чистый продукт, благодаря этому можно не волноваться за его качество. А во время ее роста не требуется совершенно никаких удобрений. Все это делает гречку натуральным и полезным продуктом без всякой химии. Гречка содержит 3 из 8 необходимых организму аминокислот: трианин, лизин, триптофан. Гречка улучшает настроение. Доказано, что потребление гречневой каши ведет к улучшению эмоционального состояния, работы головного мозга и, конечно, хорошему настроению. Мальчишки и девчонки, а у меня на этом все. Ставьте эксперименты, изучайте Вселенную и будьте здоровы. Пока-пока.